Эпиляция, ботокс, пластика. Как ухаживают за собой знаменитые футболисты. Знаменитые футболисты привлекают к себе не меньше внимания, чем голливудские звезды, так что и выглядеть они должны ничуть не хуже. В связи с начавшимся чемпионатом мира Сплетник.ру решил выяснить, к каким процедурам прибегают спортсмены и какие продукты они используют, чтобы заключать многомиллионные рекламные контракты с лучшими мировыми брендами и нравиться поклонницам. Бьюти-средства утверждения, что косметика – дело исключительно женское, остались далеко в прошлом, и некоторые футбольные звезды не стесняются рассказывать, какие бьюти-продукты им нравятся. Я люблю делать маску для лица. Делаю это в одиночестве и, конечно, не выкладываю фото в Instagram. Ну знаете, лечь в кровать, включить телевизор, нанести на лицо маску. После трудного дня это именно то, что нужно, делится 43-летний, который даже запустил собственную линию средств для мужчин под названием OC99. По словам бывшего игрока, ежедневно он использует несколько средств: крем для области вокруг глаз, крем для рук и стайлинговое средство для волос. А вот 33-летний коллега Бекхэма не прочь опубликовать в Instagram фото с маской на лице. По крайней мере, он делал это, когда рекламировал косметику одного из японских брендов. Ботокс. Никто из мужественных парней не признается вам, что боится морщин и регулярно колет ботокс, но эксперты уверяют, кто, к примеру, Роналду делает эту процедуру в области лба и глаз. Несколько лет назад журналисты обратили внимание и на метаморфозу Уэйна Руни. Лицо британского спортсмена резко стало намного более гладким, а брови взлетели. По мнению прессы, ботокс колет а все для того, чтобы немного приподнять брови и сделать взгляд более открытым. Словом, эта процедура у футбольных звезд весьма популярна. Пластическая хирургия. Много слухов ходит о внешности. В прессе пишут, что футболист делал ринопластику, однако эксперты не могут сказать это с полной уверенностью. По их словам, черты лица звезды могли просто немного измениться с возрастом. В ринопластике заподозрили все того же по наблюдениям поклонников, его нос в период начала карьеры казался больше. Златан Ибрагимович и сейчас не может похвастаться изящным носом, однако, по мнению некоторых бьюти-экспертов, лучший бомбардир шведской сборной слегка корректировал его с помощью пластической хирургии. Раньше горбинка на носу спортсмена была более заметной. Криотерапия. Многие спортсмены активно делают холодовые процедуры для восстановления суставов и мышц. Игроки британского клуба Лестер Сити вообще всей командой ежедневно ходят в криокамеру, которая оборудована на их тренировочной базе. Там жутко холодно, но это помогает восстановить мышцы, говорит Джейми Варди, одна из главных звезд команды.
а установил криокамеру стоимостью 45 тысяч евро в своем мадридском особняке. Говорят, впервые он попробовал эту процедуру в спортзале и очень ей проникся. Фейс-фитнес не знаем, практикуют ли эти упражнения в реальной жизни, но 4 года назад футболист снялся в рекламе японского тренажера для фейс-фитнеса под названием PAE, необычного и диковатого, как многие из азиатских бьюти-изобретений. Тренажер напоминает крылья чайки, его нужно держать во рту и быстро кивать головой. Производители утверждают, что это отличная тренировка для мышц лица. Сам футболист в рекламном ролике этот процесс не демонстрирует, а лишь восторженно смотрит на устройство. Пересадка волос в футбольном мире ни для кого не секрет, что в 2011 году начавший лысеть Уэйн Руни сделал пересадку волос. Спортсмен, к слову, этого и не скрывает. Его лицо даже красуется на сайте лондонской клиники, где и прошла процедура. Некоторых ребят не волнует, что волос становится меньше. Но я признаю, что, когда смотрел по утрам в зеркало, думал, черт возьми, ты лысеешь, хотя совсем молодой парень. Не хочется терять все волосы, особенно когда тебе 20 с небольшим. Меня это слегка напрягало. Тогда я задумался, почему бы не сделать пересадку волос. Признавался Руни. Коррекция бровей снова нельзя не упомянуть про. Журналисты уверены, что брови футболиста не были бы такими выразительными, если бы он регулярно не доверял работу над ними специалисту. А в 2015 году футбольные фанаты обратили внимание на изменившиеся брови Уэйна Руни. Он что, оставил в покое свои волосы и принялся за брови? Стали тогда писать интернет-пользователи. Венера игрок мадридского клуба Реал Гарет Бейл обзавелся белозубой улыбкой, когда стал известен. Зубы полузащитника Барселоны бразильца Филиппе Каутиньо, кажется, так белоснежные, что светятся в темноте. Нетрудно догадаться, что и он решился на установку виниров. Пресса посчитала, что в свою улыбку вложил не меньше 25 тысяч долларов. В юности футболист не мог похвастаться ни ровными зубами, ни белой эмалью. Эпиляция футболисты, конечно, не пловцы и не бодибилдеры, удалять волосы с тела они вовсе не обязаны. Однако главные метросексуалы мирового футбола с удовольствием это делают. Простите, но мы снова про. Десять лет назад одна из бывших подруг спортсмена рассказала, как именно он борется с растительностью на теле. Он любит, чтобы его тело было гладким, и даже пользуется кремом для удаления волос. А еще он использует очень много увлажняющего лосьона, минимум 2 раза в день, заявила девушка, добавив, что в доме Роналду множество зеркал и он постоянно собой любуется.
Фото gettimax.ru/instagram